Всем добрый день! Сегодня хочу подвести итог, потому что дачный сезон уже закончился. И хочу этот итог подвести именно по тем томатам, по тем помидорам, которые я высаживала и которые больше высаживать не буду. Этих томатов немного. Всего я высаживала 9 или 10 сортов и гибридов. Вы уже наверняка видели то видео, в котором я рассказываю о самых лучших томатах. И вот сегодня хочу подвести итог именно о тех томатах, которые меня в этом году не порадовали. Я не говорю, что они плохие, потому что год на год не приходится, но именно в этом году эти томаты мне не понравились, как они себя повели. Итак, томат фирмы Элита называется розовый слон. Это томат, как обещает производитель, биф-томат. Он салатного назначения. Томат очень мясистый, как дается в описании, до 1 килограмма. И созревает он достаточно быстро. Но что я в итоге получила? Рассада была великолепная. Должна сказать, что на стадии рассады этот томат себя показал очень хорошо. Он был крепкий, он был мощный, он был, в общем-то, красивая была рассада. Но когда я посадила его в теплицу, причем соблюдая расстояние между растениями, он самым первым у меня начал поражаться различными заболеваниями, различными пятнистостями на томатах. Я, в общем-то, посмотрела, что завязывается томат очень слабо. Вижу, что плодов на нем будет очень мало. И для того, чтобы вот это заболевание по теплице дальше не распространялось, я просто-напросто удалила несколько вот этих калиев, которые были посажены, и оставила два томата для того, чтобы посмотреть, какие же будут помидоры сами. Вы знаете, осталась я ими недовольна. Еще раз повторяю, возможно, как-то вот, не получились они в этом году. Поэтому сажать вам их, не сажать, я давать вам совет не буду. Возможно, у вас получится что-то из него. Но плоды оказались мелкими. Вот можете представить томат «Интуиция», где плод достаточно такой, и небольшой, и не маленький. Так вот, плоды были значительно меньше. Тут же пошел томат трескаться, хотя выращивался в той же теплице, что и остальные томаты. Тут же он стал, опять-таки, листья и сами томаты начали повреждаться заболеваниями. То есть я сделала вывод, что этот томат, не для меня. На картинке он достаточно красивый. Следующий томат тоже Аэлита. Раньше я его высаживала, вот в прошлом году. И вы знаете, результат, в общем-то, такой же, как и в этом был. Томат называется шоколадный. Да, на картинке он красивый, насыщенного такого красно-коричневого цвета. Очень такой презентабельный томат. Производитель говорит нам о том, что это сорт средне-ранний, о чем я, в общем-то, сказать не могу. Он созрел так же, как и остальные томаты. Плоды были не крупные и тоже подвержены растрескиванию. Плодов было мало. Обычно говорят, что когда томат высокорослый, то есть индетерминантный, то на нем вы не дождетесь огромного количества плодов, но плоды будут крупные. Это не совсем так. Томат по вкусу сладкий, вкусовые качества неплохие, но тоже очень сильно подвержен различным заболеваниям, и очень сильно он меня разочаровал в этом году.
И, наконец, третий томат, который я тоже в этом году высаживала. Обещает производитель, что он сладкий, раннеспелый. Томат «Медовый гигант». Он желтого цвета. Опять-таки, одним из первых начал поражаться различными пятнистостями и показал не очень хорошие вкусовые качества. Здесь производитель дает нам информацию о том, что томат сладкий. На самом деле вот этой вот сладости я не увидела. Я высаживала похожий томат, тоже называется «Медовые россы». «Медовые россы» – это из фирмы «Вкуснотека». Ну, там просто вообще ни в какое сравнение. Лучше посадить тот, чем вот этот «Медовый гигант», который, в общем-то, обещали, что до 400 граммов плоды, основное большинство 250-300 граммов. То есть не понравился мне этот томат абсолютно. И вот эти сорта, которые я назвала, а это сортовые томаты, на следующий год я высаживать точно не буду. Они меня не порадовали, а наоборот разочаровали. Конечно же, к тем томатам, о которых я говорила в предыдущих видео, я буду дополнять, буду экспериментировать, пробовать новые сорта и гибриды. И вот эти томаты не советую никому высаживать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и, конечно же, комментируйте.